И всем привет! На канале РТС Сибирь. Работа глазами водителя в транспортной компании X5 Транспорт. И выезжаю я сейчас в рейс, еду в Горно-Алтайск. Еду в ночь, утром выгружаюсь. Так, получается, первый магазин в районе Бийска в Алтайском крае, второй магазин в Горно-Алтайске. Два магазина. Погода холодная, температура была вообще +3, сейчас 8 градусов. Уже скоро май закончится, что-то какое-то лето непонятное. Ну, нету дождя, вроде как сухо. Общий круг у меня получается 950 километров. До первого магазина сейчас ехать 410 километров. 6 часов 40 минут показывает по времени. Время сейчас 19 часов 10 минут. Где-то в час ночи 50 минут я буду типа на этом магазине. Выгрузка стоит на 9 утра. Вот. Но не обязательно ехать мне сразу туда. Скорее всего, я по пути остановлюсь, посплю. И потом уже просто, так сказать, допилю остатки. Доеду.
Сейчас надо будет заправиться, у меня мало топлива. В общем, сейчас надо заехать в город, проехать через город, выехать из него, затем проехать в Новосибирскую область. Ну, в Алтайском крае тепло, я думаю. Здесь вот у нас холодно. Я вот в прошлый раз тоже ездил в Горно-Алтайск. Там температура была 28 плюс, что ли. Там климат другой немножко все равно. Хоть это тоже и Сибирь считается. Так, ну что, я заправился. 110 литров залил. Можно было еще побольше. Ну ладно. Ну вот, в общем, сейчас поеду через город. Так, как он меня тут ведет? Он меня ведет. Через 1 километр 500 метров. Да, он меня ведет как движение, попало. второй съезд. Так, как бы мне лучше поехать-то? Маршрут перестроен. Через 1 километр 500 метров круговое движение, во, третий съезд. сейчас нормально ведет. Круговое движение, третий съезд.
Скорая там он кого-то спасает. Да ёпа, РСТ. Вот. Только стоит в зеркало глянуть и уже летят. В городе вообще здесь, в Новосибирске, опасно. Что тут у них случилось? Это ГАИ. Впереди камера контроля перекрестка. Упал, что ли, человек? Сейчас непонятно. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем съезд. Поверните направо. Подъезжай к Бугринскому мосту уже. Ох ты, какой хороший камушек. Съезд. Поверните направо. Помню, когда-то этот мост построили тоже. Его не было, и когда его построили, по-моему, даже президент приезжал сюда. Раньше, помню, всего два моста было. Это Октябрьский и Димитровский, по-моему, и все. Таких хватало, как бы, движения не было такого движения. Сейчас-то, конечно, движение такое. Не, ну помогает. Сейчас и новый мост помогает, и Бугринский мост помогает. Ну вот и заехал я в Алтайский край. Остается мне еще 248 километров до первого адреса. Буквально вот километров 20 назад въехал в Алтайский край. Время 22:20. Дорога сухая. Сколько температурка? Тут интернет не ловит в этом месте.
Интернета нема. Нету. Во, вроде заработал. Давай, 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 грузись. Прикольно. Здесь вообще ощущается -1. Здесь еще холоднее. Восход. 10, 11, 12. Не знаю, посмотрю. Вот будет весело, если здесь холоднее еще, чем в Новосибирске, блин. Так, до Бийска остается 207 километров. Весовой контроль. 2 часа еще ехать, 2:20. 157 километров осталось. Да я вот думаю, я таким темпом могу и доехать сразу до места, у магазина заночевать. Но есть такой маленький нюанс. Разгрузка стоит на 9, а магазин-то открывается с 8. Они меня 7:30 могут разбудить и попросить: давай выгружаться. А я вот, допустим, хочу поспать, мне же надо выспаться тоже. Поэтому, как практика показала, если хочешь отдохнуть, то лучше у магазина не останавливаться. Надо до магазина где-нибудь остановиться.
Заехал заправиться тут. Заправки у них Роснефти. Надо будет подзаправиться, потому что сейчас надо будет останавливаться, где-нибудь ночевать. Ну и машина будет заведенная, потому что РФ-ка должна работать, температуру держать. Остается там еще ехать пару часов. Вот, ну, там уже 150, по-моему, километров, что ли. Ладно, пойду заправлюсь. Так, ну, заправился я. Ну, так вот приходится заезжать и заправляться по 70 литров, по 80. Потому что, говорю, бак всего 200 литров. А когда ты едешь куда-нибудь в Алтайский край, еще по селам, не факт, что ты найдешь заправку потом, ту, которую надо. Мы же заправляемся не на всех заправках. У нас только два типа. Это Газпромнефть и Роснефть. Все. А остальные там какие-то партнеры еще. Но я на партнерах не заправляюсь. Я заправляюсь вот где нам надо заправляться. И все. Соблюдайте скоростной режим. Внимание, вы превысили скорость. Короче, такая вот тема. Внимание, вы превысили скорость.
Я говорю, у нас скоро будет программа. Внимание, вы сегодня еще не покакали. Внимание, вам пора сходить пописить. Внимание, вы завтракали? Ну, наверное, оно все к этому идет. Ну, это, конечно, такой бред, вот, честное слово. Нас еще камеры, кстати, контролируют вот эти в кабине. Периодически. Да-да-да. И уже как бы проверено. В любой момент могут посмотреть, кто у тебя в кабине, либо чем ты занимаешься здесь. Короче, тут пипец, я говорю. Тут можно в кабине снимать телепроект «Кабина 3». Лобного места не хватает. И знаменитых этих Ксений. Ну, была такая программка, кто помнит, Том 2. Очень длинный проект, да он до сих пор, по-моему, идет, да? Вот, я все балдею, говорю, так можно снять не дом, можно кабину 3 снять. Ну там 2, это будет это 3, только про кабину, а не про дом. Тоже вот иногда так думаешь сейчас, ой, как хорошо в пятерочке, допустим, сел, поехал один наедине со своими мыслями куда-то в Алтайский край. Ага, в итоге есть тебя, он, блядь, камеры везде палят. Один наедине с камерами, так сказать. Так что здесь полный контроль идет. Вот эта камера моя точно работает, вот справа там стоит, она записывает. Уже как-то тут это... Вопросы уже задавали по такой теме там. Ну, короче, это, контроль идет, уже проверено. У меня на предыдущей машине не было такого контроля. То ли там камера так работала, то ли что. Здесь камера прям хорошо работает. При том, что вот эта камера, которая там сбоку, она полностью охватывает даже и водителя. Ну, то есть получается и пассажирская, и спальник, и водителя. А еще они записывают круглые сутки. Плюс у нас камеры расположены по бокам на зеркалах, спереди как регистратор, сзади, сверху там у меня камера. У меня машина полностью в круг, запись идет. Помимо как в кабине, меня еще и это, она еще и вокруг записывает. Ну что, остановился я отдыхать, все. 6 часов у меня есть времени поспать. Закупорился. Стою на трассе в поле, блядь. Ну, сзади, конечно, заправка есть. Вроде как. Ну, в поле где-то, в тайге. Романтика и чё. Если еще вот этот свет включить. Фига тут офигеть. Прям как дома. Светло так. Холодно, единственное. Придется, наверное, если что, потом печку подготовить на всякий случай. Фен. Если что, потом фен включу. Если замерзну. Да, двигатель глушить не получится, потому что ревка работает. Ревка идет от двигателя. Да, есть машины с автономками, конечно. Тут у меня первая моя машина была, которая японская, Isuzu. Она была автономка ревка, то есть ты мог двигатель заглушить, а ревка работает. Но она шумная была, пипец. Но что, надо ехать. Дальше все, я проснулся. Да, вот оно утро. Вот где я спал.
А, так все-таки здесь поле было. Время 7:30, ехать час. Магазин в 9 утра, у меня выгрузка, так что нормально. Если по времени, вот как показывает навигатор, то все четко я рассчитал. Ну, а я напоминаю, у меня два магазина. Сейчас один я заезжаю в Бийск. Короче, от Бийска там 40 километров где-то. Ну, а следующий магазин Горно-Алтайск. Возврат стоит. Так, сегодня у нас получается вторник. Только наступил. Ну, на завтра. Возврат стоит на завтра, на утро. А, нет, подожди, на ночь. Соблюдайте скоростной режим. Не хочу. Внимание, вы превысили скорость. Да нормально все, ну что-то я вообще даже педаль газа не давлю, она сама едет. Так сказать, по ветру. Она как парусник движется. Не, без шуток, вот у меня даже это, я ногами ничего не нажимаю, она сама едет. Ладно, пойду я пока еще дреману. О, нифига, там кресло классное. Мебельный, что ли, в поле. Покупайте кресло, недорого. Алтайское. Ташанта 630. Там такое поле было, прям зеленое-зеленое, как футбольное, прям такое. Мне показалось, как будто это искусственный газон. Через 1 километр 500 метров держитесь правой полосы. Ночевать пришлось всю ночь с феном. Тубак что-то какой-то в кабине. Зимой холодно, летом холодно. Блин, а вот тебе и Сибирь. Постоянно с печкой спишь. Держитесь правой полосы. Так, ну что.
Передо мной явился Бийск. Сейчас надо через Бийск проехать. И. Ну и село там где-то. Прикольно так сделали. Едешь по мосту, снизу пляж. И там кабинка такая для переодевашки. А сверху можешь с моста наблюдать, как переодевается кто-то. Это что за хрень, блядь? Вообще не видно. Вот так вот на мосту кто-нибудь стоит, отдыхает просто. Ну, смотрит там пейзажи, все. А там в переодевалке кто-то труханы меняет, блядь. Маленько не рассчитали этот момент, что сверху тоже люди могут быть. Поэтому там надо крышу ставить, короче.
Еду, стоят, что на расстоянии, смотрю, слева ГАИ мигают. Думал, может, остановили жулика какого-нибудь. Или авария, может, или что. Подъезжаю, справа аварийная служба. И столб просто наклоненный чуть до асфальта вообще. И провода на нем. Ну, ё-моё, я уже думаю, навряд ли бы он сам упал. Скорее всего, кто-то помог ему. Но я так еду, балдею, блин. Скорее всего, какой-нибудь заяц. Надо его искать. Или вообще там этот суслик, наверное, вылез, пнул его. Ну а так, если без смеха, там прям видно, что как будто его вырыли, я не знаю. Он прям земля такая черная-черная, свежая. Может, кто-нибудь въехал, но, блин, такой столб мощный. Если там кто-то бы в него въехал, мне кажется, от него бы нифига бы от самого не осталось. Он бы сам в столб бы превратился. Поэтому тут загадка. Я думаю, инопланетяне. Что за знак? Правильно, машинам, у которых грязные колеса, и они за них скользят, сюда ездить запрещено. У нас как-то была тут рубрика изучения знаков для современных водителей. Вот, 371. Что это? Правильно. Не знаю. Забыл. 371. Это вот этих. Нет. 371 их не может. Их здесь больше. На чем эта оградка крепится? Столбиков вот этих маленьких. 371. 15 километров остается до места назначения. Чувствуете вот эту атмосферу уже, да? Алтай. Алтайский край. Столовая, 800 метров. Нет. И еще раз нет. Мне пока не до столовой. Надо это... Первый магазин выгрузить. На обратку, кстати, тоже стоит 5 часов отдыха. Но вот ты представь, сколько дается на сутки отдыха. Вот давай прикинем. Час плюс 4 плюс 5. 10 часов. Не хватит? Это вот когда едешь на дальничок. Иногда бывает такой вот отдых. 10 часов. Так, подремать немножко. Ну, понятное дело, что эти 10 часов ты не спишь. Можно, кстати, Алтай исследовать, если хочешь. Да нет, обычно бывает, как бы быстро-быстро стараешься отдохнуть и вернуться обратно, еще рейс получить. Неужели здесь дождь будет, а? Походу сейчас дождик будет, ё-моё. У нас-то в Новосибирске ясно, а здесь походу дождь. Ну как? Сегодня осадков не ожидается. Что-то у них погода здесь сегодня вообще плохая. У нас плюс 16 в Новосибирске, а здесь в Алтайском крае плюс 5. Ух ты. Это остановка так. Это место для этого. Короче, торгуют здесь чем-то. Чё?
Алтай. Ну, вот эти места, их надо останавливаться, снимать. Интересные. Там, кстати, поделки чьи-то были. Зверюшки всякие самодельные. Да, здесь люди, они это творческие. Что-нибудь делают, всякие поделки животных. И снова этот знак. Снова этот знак с машинкой, у которой грязные колеса, и она скользит. Так, дальше, что там за знак? Что там за цифра? Так. Тем, кому больше 70, на кладбище нельзя. Ну, что-то такое. О, можно сфотографироваться, фотоаппарат где-то. Правда, снимки платные, надо будет потом подождать еще немного. Ну, оповестят обычно. Вот, чтобы сфотаться, а здесь вот, допустим, чтобы хороший кадр получился, здесь вот 90 ограничений, но тебе где-то 150. Через 1 километр 500 метров, крутой поворот направо. 150 где-то надо разогнаться, тогда неплохой кадр получится. Сюда нельзя, когда тебе за 70 вот в это место. Видите, он развернулся, поехал. Ему, видать, больше 70. Сростки. Все, мы приезжаем. Ножи, вилки тут продаются. Можно купить. Ладно, всем позитива. Повороты крутые, с ними вообще лучше не связываться. Вот обгоняльщики опытные, алтайские, такие же, как новосибирские. О, а я здесь был. Вот он магазинчик, вон он, пандус. Крутой поворот направо, во двор. Я, короче, тут заезжал не так вот, а здесь вот возле столбов. Какой красивый цветной магазин. Вы приехали. Тут есть одна маленькая особенность. Вот, мне кажется, если тут дождик прольет хороший, то тут можно это в грязь играть. Так сказать, это выражение есть. Ну что, помесим глину? Вроде бы нормально. Можно кино посмотреть. Сейчас за попкорном сгоняй. Блин, ну мне тут это... А, кстати, не я выгружаю, что ли? Вот стопудово я буду выгружать. Вот стопудово. Здесь, наверное, нет. А это вон алтайский попугай. Вот еще один прилетел. Они разговаривают, кстати, иногда. Такие необычные, черные, да? Прикольные. Что-то он стырить хочет, смотри. Сейчас подойдешь к нему, он тебе: чё подошел, чё подошел. Ё-моё, сколько их много. Не, пацаны, я не хочу с вами связываться. Все, я на базу. Сейчас это диспетчер такая. А ты чё не разгружаешься?
Да у меня тут это, банда ворон, блин. Не могу. Пацаны могут напасть опасно. Не хочу связываться. У них тут это их территория. Не знаю, зачем тут... Приехали в промежуточную Да. точку. Зачем тут пятерочка строилась, зная, что тут банды такие водятся. Криминал. Вон пускай охрану вызывают. Я рискую. Так, ладно, все, погнали работать. I can see you while you're loving me. You said you wanna keep on loving me. Прикольно, да? Ну, магазин выгружен. Нормально вроде все. Сейчас надо будет позавтракать. Также с пятерочкой беру выпечку и что-нибудь молочку. Молочку, любитель молочки. С утреца иногда вместо кофе. Ну и все, и выдвигаемся на следующий магазин, в который я буду приехать в 10:30 где-то. Видать, он здесь недалеко, и это будет финальный. Ну, как-то так. Что-то как-то следующий магазин поставили они это, по времени мало-мало. У меня будет задержка на него. Из-за того, что я позавтракал. О, да, без тебя-то куда? Обязательно попикать. Ну, главное, успел на первый уже. Прохожу.
Да, камера, конечно, у меня качество красивое, картинки делает, но у этой камеры два минуса. Это то, что она слишком резко реагирует на движение моей головы, хоть у нее есть стабилизатор и все. Вот, если вы замечали, это резко срабатывает. А второй минус, у нее угол обзора не такой уж и великий. Для такой камеры нужен угол обзора хотя бы где-то 75 градусов. Вот тогда будет классно. Вот. А у нее, по-моему, я не помню, либо 60, либо 45. 45, по-моему, вообще. Поэтому он так приближенно работает иногда. Как бы есть плюсы, с одной стороны, смотришь, вроде приближенно, видишь лучше что-то там с расстояния. Вот. А с другой стороны, бывает, тут надо обхватить какой-то участок интересный. И ты не можешь его весь захватить. Угла не хватает. Ну и съемка, конечно, съемку я веду в 30 FPS. А сейчас уже у нас в тренде 60 FPS везде. Вот, ну 4К 60 FPS это мощно. Это надо вообще хороший объем памяти, чтобы такие... Кстати, у меня вот эти ролики, которые я создаю, они от 25 гигабайт и выше идет. Я их на Рутуб залить не могу, потому что там не хватает. То есть он залупается, говорит ему до 25 гигов только он ролики принимает. Контакт что-то тоже выделываться начал вот последний год. Раньше я туда как-то мог заливать, а сейчас не могу. Поэтому вот у меня благо YouTube еще остается. Но остальные площадки создавать заново. Да, есть еще как бы вариант TikTok сделать. Но TikTok там формат, там надо съемку вести с телефона, потому что в таком формате, в котором я веду, это уже точно не телефон. Это широкоформатные телевизоры, мониторы. Ну, на телефоне можно смотреть прямоугольно в расширенном виде. А так вот, если снимать, вот как я снимаю, ну это что попало будет. Пол экрана не будет, и будем только дорогу наблюдать. Впереди несколько лежачих полицейских. Му. Так я это не рассказывал, как у меня утро-то вообще начинается на дальнике, когда я еду, вот, допустим, приезжаю до первого магазина рано утром. Первым делом я иду в умывалку, потому что в каждом магазине есть раковина, так сказать. Ё-моё, что это тут? Зачем это здесь? Ну все же нормально было, ну. Образцовка. Это образец, типа. Вот, я иду умываться, чистить зубы. Потом уже начинаю разгрузку. После разгрузки я иду сразу же в этот же магазин. Как раз если есть там пекарня, она не во всех пятерочках есть. Они рано утром выпекают уже выпечку. Выпечка такая, прям выпечена свежая, аж во рту тает. Завтракаю. Вот. Это, кстати, вот я сейчас брал. Все свежее, все выпечено свежее. Ну и с молочкой. С молочкой вот с утра вообще самый ништяк, с каким-то йогуртом прям. Ну и все. Потом отправляюсь уже на второй магазин. Ну да, бывает такое вот, как сейчас. Почему-то они это время мало дали до второго магазина, поэтому будет опоздание на 20 минут. Чтобы насладиться природой Алтая, это надо ехать не по дороге, а ехать от дороги куда-нибудь вообще в дебри. Вот тогда ты кайфанешь, там где горы, там где речки всякие природные,
Вот это да. Это, ну, все, что могу, то, конечно, покажу, запишу. Моя вот предыдущая поездка, которую я не записывал, это было где-то месяц назад. У меня и зайцы выбегали периодически, и совы на дороге появлялись иногда. Но это я ехал, было уже темно. Вот. А сегодня я буду ехать в день. Поэтому максимум, кто будет выбегать, это, наверное, люди, машины выезжать. До места назначения остается 39 километров. Через 39 километров поверните направо. Быстрянку проезжал я. Тут сейчас одни села идут. А вот Горно-Алтайск — это город. Так, что у нас в ассортименте? Мед, вижу мед. Мед. В ассортименте мед. А, да, кстати, березовый сок тоже может быть. Ну, клещей в баночке можно купить. Не, можно не в баночке, можно на ногу себе насадить. Как они не боятся тут по лесу гонять. Это пипец. Сейчас с этими клещами вообще какая-то лажа происходит. Смотри, у каждого, да? У каждого что-то да есть, чем-то да торгуют. 400 рублей мед 1 килограмм.
Вот они, скалы пошли, я их не могу заснять. Скалистые горы прям. Вау, какое дерево необычное. Что тут происходит? Авария? Авария, авария. Так, что это за река у нас? Иша. Река Иша. Это что за яма у нас? Что-то не назвали никак. О, но вот этот знак я точно не знаю. Ха-ха. Это какой-то необычный знак. Центр реабилитации. Ну вот, здесь можно уже любому возрасту ездить. Главное, не вдвоем на одной полосе. Знак этот, колонка где-то рядом, можно воды налить. На колонку, да, похож? Точнее, подожди, обычно в таких, в красных этих запрещено, значит, колонка здесь, где-то здесь есть колонка, но пользоваться ей нельзя. Эх, помню эту юность, когда еще колонки, вода из колонки. Помню эту сырую воду из колонки пили, она никогда ей не травились. Классно было. Правда, потом горло от нее болело, потому что она холодная вода. Но она такая была классная. Ну, вот она, родная, да? Республика Алтай. Добро пожаловать. Сразу горы такие, да, поперли.
Это что у нас такое? Пост весового контроля. Ребят, туда нельзя, там только черным грузовикам можно. Вы не туда поехали, вы все белые. Написано 3,3, а он так же, как и 4,5 по расстоянию, по высоте. Классно придумали. Слушай, ну классный автодром. Найдите место для разворота. Ну вот слева. Это там оператор. Кстати, хочешь стать актером в Голливуд попасть? А, нет, он, кстати, тоже фотографирует. Это фотограф. Может ему сразу остановиться, заплатить, пускай сфотает. Улыбнуться еще. Ну, в общем, добро пожаловать в Горно-Алтайск, он же Алтай. Майма. Пять лямов где-то цена здесь. Вот этого домика, по-моему, что ли. Хороший ценник. Тем более, зная здесь какие зарплаты. Ну, наверное, расчет на то, что кто-то, чтоб приехал, купил, наверное, а не здесь, чтобы кто-то местный покупал. Вот где продукты есть еще натуральные. Сюда можно приезжать. Через 1 километр 500 метров поверните налево. Покушать сюда приехал и уехал. На завтрак, на обед, на ужин. Не, ну здесь тоже есть магазины Пятерочка, которая продукция везется-то отовсюду. Такая же, как в Новосибирске. Поверните налево. Вон и город сам начинается. Движуха здесь такая прям хорошая тоже. Светофора нету, зараза, придется ждать. Сюда едешь? Да я просто. Ну, дороги здесь такие же, как и в других регионах. Вот видите, тут знак
пузырьки будут справа откуда-то. Шутка. Здесь это слева горы идут. Могут быть камушки. Поэтому ничего страшного, если к тебе булдыжник по кабине прилетит, как бы. Такое бывает. Я бы даже сказал, здесь как-то тесноватенько. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. В городе, да, в городе уже маленько тесновато. Это мы к городу подъезжали, там свобода. Просто вокруг одни горы вообще. Я думаю, если залезть на гору, то можно посмотреть весь Алтай сверху. Городской, я имею в виду. Впереди камера контроля перекрестка. О, началось. Здесь, да, здесь уже как Новосибирск, уже по камерам. Начинается уже на перекрестках. Вон, смотрите, какая прелесть. Высоко живу, далеко смотрю. Да-да. Отель Алтай Вилледж. Чё это, Рачак? Гостиница какая-то. Опять черным грузовичкам никуда нельзя. У меня белый, мне можно. Вообще, вот чтобы прям кайфануть, насладиться видами, надо ездить по селам. Вот мы, когда у меня, помню, несколько магазинов было в селах. И вот между селами, когда едешь, там вот реально природа прям. Поверните направо. В этот раз меня в город отправили. Опять Через 500 автодром. метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Здесь, видите, постоянно, наверное, сдают на права вождения вот по автодрому. Смотрите, какой интересный автодром. Интересная тут сдача на права. Это что за шишка? Шишка. Ё-моё. А где магазин? Что, они ударили, что ли? Поверните налево, а затем поверните направо, во двор. Здесь, короче, пятерочка где-то. А где у нее разгрузка, непонятно. Так, нет, не сюда. Вы приехали. Да, только куда, блин? Впереди камера на полосу. Так, здесь на... Впереди камера на полосу. Я думаю, надо туда Впереди заезжать. камера на Да разметку. замолчи ты уже, попугай. Впереди, впереди. Где тут заехать? Короче, надо развернуться. Капец тут, конечно. Впереди камера контроля перекрестка. Сейчас надо разворачиваться как-то задом наперед.
Слушай, прикольный пандус здесь. Так, ну как-то надо сюда заехать. Но точно не между столбом. Ё-моё. И как? Развернитесь, а затем поверните налево, во двор. Блин, ну там тесновато. Тут тоже можно заехать, конечно. Вообще не знаю, как они стоят здесь. Так, давай попробуем. Да ну тут... Чё он стоит, блядь? Сюда посмотри. Как вставать-то? Хрен пойми, короче, молчат что-то. Ну давай вот так вот встанем. Ё-моё. Тихо, 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 тихо. Это что этот едет? Там это, короче, торчит ерунда это. Блядь, было опасно мимо нее проезжать. Хрень, а не пандус, честно вот. Вон, видите, торчит вот эта хрень. Ее можно было зацепить. Туда. Проходите. Да, я туда. Я. Не-не-не. Да ёб твою мать. Ты чё? Наоборот, я туда еду. Вы там проходите. Я к магазину. Не-не, вот так проходите. Я сейчас выверну, но я закрою им тут проезд. Не знаю, как они тут встают. Близко подъехал. Сейчас смотри, вот эти будут сюда все ехать. Им всем сюда надо, вот именно. Сейчас их всех пропускай. Ну я говорю, они сейчас не дадут. Колебаются, блядь. Ну, короче, как-то так. Все, меня здесь не было. Это был не я. Я не вставал. Эта машина сама встала. Ко мне вопросов никаких. Фишка в том, то, что они вот эти пандусы наделают, а отвечаем потом мы постоянно. Нам высказывают, какие мы плохие. Ставим машины здесь. Допустим, дороги загораживают. Люди же не понимают, что разгрузку-то не мы придумываем. Особенность такая. Так. Ну что, разгрузился я. Всё. Тесновато здесь, конечно. И холодно на данный момент. Теснота и холодно. Это везде все фотоют.
Там тоже что-то все фотали. Тут, видать, одни фотографы живут. О, 8 часов обратно ехать, нормалек. Вообще Через ништяк. 50 метров поверните направо. 480 километров. Ну, короче, 500 почти. Теперь надо отсюда как-то выбираться. Да, куда же без дебила? Так, теперь надо сюда выруливать. Надеюсь, там ничего не висит. А то уже как-то сюрприз мне тот не понравился. Благо я его заметил. Танцы, танцы, танцуют ховики. Ладно, давай здесь проедем. Да благо эту фигню заметил. Так бы она прям низкая, она получается хорошо будку Поверните закладывает. направо. Через 600 метров на светофоре поверните налево на Бийскую улицу. Налево. Может направо, налево. Какое лево? У нас тут это путает повороты, походу. Да, этот магазин, конечно, будет посложнее в плане подъезда, потому что там всякая фигня, блин, мешается. Ну ничего, справились. Ух ты, как красиво здесь. Впереди камера контроля перекрестка. Поверните налево. А чё они так? Разве так можно выезжать? А, 2-2. Можно. Стрелка-то наша. Стрелка-то горит. Хотя бы выбраться. О, дождь пошел. Смотри, как я вовремя успел. Капец, блин. Кстати, к 8-часовой поездке еще прибавляется 6 часов отдыха. 5-6. Ну вот, надо где-нибудь остановиться, отдохнуть. Магазины все были
обычными, ну, в плане выгрузки, то есть не я их должен был выгружать. Но один я выгрузил, помог. А на этом магазине пацаны были, сами выгружали. Не, ну я как бы участвовал все равно, сопровождал их. Да, погода у них сейчас здесь холодная, что-то прям. Вот этот циклон холодный и до Алтая добрался. Да, место тут веселое. Можно хоть вот так вот сделать. Перекресток такой, я бы сказал, неприятный. Так, что у нас тут есть? Лучок. Что, один лучок? Прикольно. А как он покупается? Кто симпатичнее выглядит, у того и покупаем. Просто он одинаковый у всех. Или это такая схема продажи? Берем один и тот же лук от одного и того же, допустим, хозяина, да? И делим его на несколько продавцов в один ряд. Не, ну наверняка какой-то столик же выберут. Блин, прикольно. Я думаю, эта тема работает. Горно-Алтайск. А, нет, сюда не надо. Контрольные весы. Блять, я просто представил картину эту. Машину такой ставишь рядом, сам выходишь, на весы встаешь. Не, ну а чё? А потом... А я не знал, а чё, надо машину было взвешивать? Ну такая как бы шуточка, ну. А вдруг прокатит, зато штрафа не будет. Хи-хи-ха-ха, хи-хи. Ну, еще одна пятерочка едет. Так вот и меняемся. Явно обратно, другой приехал. Сейчас этот поедет обратно, другой приедет. Да, вот такая вот у нас жизнь, да, движение. Ты туда, кто-то, точнее ты оттуда, кто-то туда. Потом ты туда, кто-то оттуда. Красногорский район. На радость живи. Да я и так сегодня радуюсь. Так-то у меня уже второй день работы, а завтра третий. Я вообще сейчас главное это не сказал. У нас сейчас работа идет. Впереди лежачий полицейский. Спасибо. Да, нам за рейсы платят, как бы, но ты ими подтверждаешь просто свой минимум, который оплачивают. Сейчас минималка в пятерочке
если отработать 15 дней. Впереди камера на 40. 115 минималка идет. И это вроде как чистыми. 115 чистыми ты получаешь. Но это не в пятерочке, конечно. Это в нашем АТП X5 транспорт. То есть сейчас тестируют вот эту систему до середины лета. Впереди лежачий полицейский. Если раньше ты, допустим, вез рейс, да, летел как обалбешенный за следующим, чтобы заработать, то сейчас едешь спокойно, приезжаешь в указанное время. Если тебе назначат рейс, как бы поедешь дальше. Сейчас не надо убиваться, там пытаться эти рейсы прям дайте, можно я все рейсы вывезу, я богатым хочу стать. Нет, то есть сейчас такого не надо. То есть сейчас вот такую систему они тестируют. Едем спокойно, все работаем. Просто я так понял, суть-то в чем, это вот мое мнение. Те, кто получали 150 и выше, они сейчас будут получать 115. А те, кто, допустим, даже сотку не могли заработать, потому что им не хватало вечно рейсов, и за тех, кто получали 200, они будут получать 115. Вот и все. Просто баланс сделали. Конечно, невыгодно тем сейчас, кто привык там уже за 150. Да, тут были люди, они есть, которые зарабатывали и 200 даже зарплату. Ну, меня устраивает такой вот вариант, как бы мои 115 вот, платят, и все, и мне больше и не надо, мне хватает. За 15 дней работы плохо, что ли? Просто кто-то хочет сказать, но это же надо целых 7 дней, там, допустим, жить в кабине, там, туда-сюда. Но если ты хочешь 7 дней отдыхать, зато ты представь, потом неделя, считаю, отпуска, а кто-то работает вообще 2 недели через 2. 2 недели откатал, а потом 2 недели отпуска. Сейчас вообще график приветствуется в наше время для работодателя. Это 6-1, 7-1. То есть больше, чтобы ты работал. Это же классно. Вот так вот вкалываешь ради одного выходного дня. Романтика. Ну, куда деваться людям приходится, да, на такие работы идти. Но я вам так скажу, такие работы, они должны оплачиваться достойно. А то вот ты работаешь с графиком 6-1, а зарплата у тебя даже вот от пятерочки там на 20 тысяч больше. Ну, хрен знает, я бы не пошел бы на такую работу, если выбор. Просто вот плюсы, да, вот какие. Машины ухоженные, машины обслуживают здесь. Ты особо в них вообще не ковыряешься. Вот. Я за 2 года лампочку не поменял. Вот представь, просто лампочку ни одну не поменял за 2 года. Есть ППО, есть ТО. Там все это меняется. Но при этом, как бы, я машину берегу, я ее стараюсь не ломать. Я аккуратно на ней ездю. В плане, я, конечно, мог бы сейчас и по ямам, и по кочкам летать, и по лесу бы прокатился, блядь. Вот, то есть я вот этой херней не занимаюсь. Если аккуратно за машиной, как бы, контроль вести, то тебе не придется в нее лазить. Ее обслужат на ППО и ТО. Все. Это вот еще один плюс. О, что это там, акула плывет, что ли? Это утка. Блин, классно. Ну, сегодня холодно. Конечно, когда здесь еще и погода теплая. Здорово. Я как-то в Горно-Алтайск ездил, в этот вот, в село, которое вот сегодня первый магазин выгружал.
с другого села. И вот этот переезд был интересным. Ну, скалы. Толя плюс Настя написано. Переезд вот этот был интересный, конечно. Там и зверюшки вылазили, и все как-то. А здесь вот эта дорога, это, я так понимаю, вот это как раз по вот этой трассе мы едем. Она такая напряженная, ну, это... Мало-мало тут мест таких красивых. Даже вот здесь вот остановиться, поснимать опасно. Тебя камнями придавят, там он... Пипец. Но здесь нету скал, а там вот скалы были. Там речка идет, но она это... Я так понимаю, она еще не полная водой. Старая Суртайка. Вон туда аж, вон, смотри, там вообще классно там. Вот там интересно, наверное. Супермаркет. Местный, так сказать. Правда, пока еще это, видать, закрылся выходной сегодня. Заправка была когда-то, вон, смотри. Блин. Надо было здесь остановиться, пойти прогуляться, посмотреть. Но опять же опасно, зараза. Потом ходить, себя осматривать, клещей этих искать. Да нафиг они нужны, вот честное слово. Я раньше как-то не заморачивался насчет этого, а сейчас вот очень часто у нас в Новосибирске участились случаи с клещами. Вообще как бы прогнозировали это лето, вообще прям клещей будет много. Ну вот и подходит поездка, так сказать, к завершению по Алтайскому краю. Сейчас уже еду в обратку. Подъезжаю уже к Бийску почти. Там потом с Бийска подъезжать надо будет к Барнаулу почти. Ну и в Новосибирскую область. Надеюсь, сейчас приеду. В Новосибирске тепло. Плюс 16, как обещали. Здесь сколько? Здесь плюс 12, а ощущается как плюс 6 почему-то, не знаю, как это так. Забавно так. Плюс 12 ощущается как плюс 6. Обычно там минус 10 ощущается как минус 15. Или плюс 15 ощущается как плюс 20. А тут плюс температура такая-то, а ощущается меньше. Это как? Непонятно, непонятно. Это был канал РТС Сибирь. Работа глазами водителя в транспортной компании X5 Transport.
вез магазины «Пятерочка» в Алтайский край. До новых встреч, пока-пока. У меня плохая новость. Кто-то дорогу спиздил, смотри. Я ехал, была... Кто-то забрал асфальт себе быстро так вообще. Махом. Я тут обратно еще пока еду. Ребят, у вас асфальт спнули. Ничего, другой положат, да? Нормально так без палева, да? Дорожку пинанули. Мы едем, едем, едем. Наконец-то солнце выглянуло. Погодка нормализовывается. Как ближе к Новосибирску уже приближаешься. Обычно с Новосиба в Алтай едешь. Так вот. А тут все наоборот. Непонятно, то ли он, она, ли оно. Ну, в общем, кто-то. Чем я тут не понял, это... Что это у меня тут Telegram заработал? Я в Европу попал. Где есть доступ к Телеграму. ВС. WC. Что это такое? WC. Прикольно. А если я вообще английский не знаю, как мне вообще это понять? Трактирника.
Трактир Впереди камера на 50. на 50. Ура, асфальт вернули. Часть вернули. Блин, как они так смогли за ночь его забрать? Вот такой же суровый Алтайский край. Был асфальт и нет. Заправиться надо. Да ладно, потом еще заправлюсь. Сам-то я заправился, как бы я в кафешечку заезжал. Но ценники тут как в ресторане, я вам так скажу, по трассе едешь. Такие цены, проще шашлык взять, кайфануть. Сейчас реально вот первое, второе вот это взять, проще он шашлык взял, он даже дешевле обойдется. Раньше первое, второе было как обычная еда, а шашлык был элитой, а сейчас получается первое, второе дороже шашлыка. О, что за зверек интересный. Пускай это будет белочка алтайская. Алтайская белочка. Нормально, одни птицы тут вылазят, больше никого нету сегодня. Бабочки летали. Тут вообще такие водители чумачечие, просто это пипец. Они просто в кадр не попали, я их не зависал. Мне еще отшибленнее, чем в Новосибе бывает. Вот едет встречка, уже прям рядом. Нет, он все равно вылазит, он начинает меня обгонять. Встречка ему моргает. Встречке приходится уходить туда, на обочину. И так вот 2 или 3 водилы так вот делали, прикинь. Это пипец. А потом мы удивляемся, цветочки на дорогах. Памятники вот эти всякие, ну. Да, есть тут отшибленные, без них никуда. Ох, вот и тепло. Что это он там делает? Он туда спрятаться хочет? От кого? От ГАИ? А что, прикольная тема. Чик такой, автобус, гаишник автобус останавливает. Такс такой через окно выпрыгнул в этот, в багажный отсек залез. Все, тебя не найти.